Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Вчера мы полностью красиво, медленно, со всеми расстановками разобрали коррекцию на этих ручках. Сегодня мы будем делать на них дизайн. В качестве дизайна мы будем делать очень красивые, интересные разводы в технике растекачек. В качестве основного покрытия мы сегодня будем использовать гель-лак серии Blue Sky Masters. Номерочек постараюсь не забыть написать вам в описании, потому что многие почему-то жалуются, что я не пишу номера. Напоминайте мне, девочки, если вам необходимы номера, я буду их указывать. Первый слой, поскольку у нас гель-лак с блесточками, с шиммером, как вы видите, он не очень плотный. Если бы он был слишком плотный, то блесточек в нем видно бы не было. Поэтому к таким гель-лакам нужна небольшая сноровка. Вам нужно их покрыть в 2 средних слоя. То есть и первый слой у вас получается средний, и вторым средним слоем вы уже добиваетесь равномерности покрытия. На самом деле, объясняю я это долго и нудно, гель-лак совершенно не капризный, очень хорошо себя показывает в работе, поэтому ничего сложного в этом нет. Как обычно, на втором слое я довожу гель-лак в районе кутикулы и боковых валиков. Именно на втором слое, потому что тогда не видно разницу между слоями, то есть слои между собой сливаются и не видно, что один слой находится над другим. На пальчиках под дизайн наношу базу для растекания. В качестве базы для растекания у меня мой любимый Blue Sky 003 номер. На самом деле это белый гель-лак, очень плотный, очень густой. С ним тоже, к нему нужна своеобразная сноровочка, но именно благодаря его густоте на нем растекаются все гель-лаки любых других фирм. Поэтому, если мы хотим сделать какой-нибудь растекающийся дизайн, то вот этот вот цвет подходит как никакой другой. Наносим в один слой, здесь нам не нужно будет второго слоя, мы не будем дублировать, потому что нам в принципе не важно, будут ли здесь какие-то разводы, но и в один слой этот цвет наносится довольно-таки замечательно. Сразу же укладываем его везде, где нам необходимо, и по-мокрому, не просушивая, сразу же на него набрасываем те гель-лаки, которые у нас будут растекаться. Прям берем кисточкой, зачерпываем какую-нибудь каплю и начинаем ее распределять по нашей поверхности. Сразу же видно, как материал начинает работать. Для того, чтобы материал не стекал у нас в бока, не стекал, не попадал в боковые пазухи, когда нам нужно будет немножечко подождать, чтобы у нас доработали гель-лаки, дорастеклись по поверхности, мы перевернем пальчик и подождем, чтобы наши гель-лаки растеклись, но не затекли в боковые пазухи. Надеюсь, вы поняли, о чем я хочу вам рассказать. Ну и на самом деле вот эта техника с растекающимися гель-лаками является одной из простейших техник в дизайне ногтей, одной из самых быстрых техник. Дизайн получается буквально за 2 секунды. Дизайн получается потрясающе красивый и интересный, потому что здесь работает материал, и вы не знаете, как он куда потечет, как он себя поведет. Вы можете предполагать, но точно все равно никто не знает, поэтому получаются безумно красивые абстрактные дизайны. Ну и, собственно говоря, все, на этом наш дизайн готов, можно останавливаться. Как вы видите, время выполнения данного дизайна реально занимает буквально пару минут.
Для того, чтобы немножечко подчеркнуть глубину своего дизайна, я решила сделать немножечко белой растушевки. Получаются такие, как складки, не складки, в общем, объемные какие-то вещи подчеркиваются, и дополнительно объемнее выглядит весь дизайн. Я взяла белый гель-лак и белым гель-лаком делаю небольшую растушевочку по своим цветным границам. Перекрываем ноготочки финишным покрытием, и вот здесь уже в принципе все готово. Но я буду не я, если я чего-нибудь не добавлю. Вы же знаете, мы к этому уже привыкли, поэтому чего же мы сюда еще набузюкаем, кто угадает? Но на самом деле неинтересно угадывать, потому что когда я беру бафик в руки, уже все понятно. Мы будем делать технику литья пигментами. Для того, чтобы наш пигмент не втерся во всю поверхность, потому что пигмент втирается в гель-лак без остаточной липкости, в финишное покрытие он замечательно втирается. Вот для того, чтобы он не затерся, нам необходимо финиш забафить. Забафили финиш, взяли гель-красочку без остаточной липкости и вырисовываем конструкцию, которая необходима. Кстати, кто долго на моем канале, видели, что вот этот вот элемент я довольно-таки часто использую. Вот это вот вдоль направленная полосочка, она всегда очень облегчает весь дизайн. Замечательно смотрится в любом дизайне, всегда очень красиво, геометрично его нарезает. То есть это вот такой вот элемент, который, знаете, не знаешь, что запихнуть в дизайн, запихни вдоль направленную полосочку. Но сегодня мы решились немножечко усложниться, и поэтому между двумя вдоль направленными полосочками пересекаем поперек направленной. Получается такая себе кружевная геометрия. Конечно же, затираем всю нашу красоту пигментом, и, как вы понимаете, на сине-зеленых тонах. Золотой пигмент – это же просто восторг, как красиво смотрится. В этом месте клиентка падает в обморок на стуле, кричит: «Все, я вся твоя, жизнь отдам, только к тебе ходить буду». Поэтому, девочки, 3 полоски, 4 точки, и клиент ваш навеки вечные. Конечно же, пигмент нам необходимо закрепить, поэтому перекрываем финишным покрытием. Пигмента у нас здесь совсем немножечко, поэтому какой-то сильно толстый слой финиша нам не нужен, тем более поверхность мы перед этим уже подровняли.
тоненько покрываем финишем для того, чтобы ничего никуда у нас не потекло и не испортило наш квадратик. Ну и теперь «Добейте меня» песней в этом месте называется, поэтому мы крепим стразики. Ну куда же мы без стразиков-то? В этом месте можно начинать кричать, зачем можно было и без страз. Я знаю, девочки, можно было без страз, но мы с клиенткой захотели со стразами. И, в принципе, стразы тут, на мой вкус, совершенно не лишние. А вы как считаете? Хотя я, конечно же, знаю, что у меня на канале все смотрят любительницы всякого дорого-богато, поэтому в основном я думаю, что все будут не против стразиков. Хотя потом посмотрим по комментариям. Для того, чтобы наши стразики лучше держались, пробегаемся по краешку стразиков, еще немножечко клеем подсушиваем, и на этом, в принципе, дизайн готов. Итак, вот такая вот красотища-то какая у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы остались довольны, надеюсь, вам было интересно, вы узнали для себя что-то новенькое, и обязательно попробуйте повторить этот дизайн, потому что здесь действительно ничего сложного нет. Я же на сегодня с вами прощаюсь, всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк, всем до новых встреч, пока!